Всем привет, меня зовут Адель. В этом видео я хочу прочитать для вас медитацию «От тебя до вечности» Кен Уилбер. То, что я собираюсь сделать, это просто описать недвойственное «я» прямо сейчас, как оно переживается напрямую. Все сказанное представляет собой поток сознания, поэтому прошу простить любые оплошности. Просто расслабьте свой разум и слушайте легко и непринужденно. Если предложение понятно сразу же, хорошо. Если же нет, то просто продолжайте расслабленно слушать. Что вы искали, есть именно и буквально то, что читает в настоящее мгновение эту страницу. Это «я» не может быть обретено, потому что оно никогда не терялось. Вы всегда знали, что вы есть вы. Сие «я» есть – это постоянное состояние всего, что возникает. Это пространство, в котором все это возникает. Нет ничего, что вне него. И таким образом, это совершенный мир, который во все стороны сияет своей красотой. Иван, Юля, Саша, Мария, Роман, Ирина, Петр возникают в пространстве этого «я» есть. Иван возникает в этом безбрежном пространстве, в этой чистой открытости. Иван – это объект, подобный дереву или облаку, возникающий в пространстве «я», которое есть ты. Я не говорю сейчас с Иваном, я говорю с тобой. То, что сознает Ивана, есть сие неприходящее «я». Сие «я» сознает, что Иван возникает прямо сейчас. Сие «я» есть Бог. Бог читает эту страницу, не Иван читает эту страницу, ее читает Бог. «Я» сознает Ивана, сознает эту страницу. Ты не Иван, ты есть то, что сознает Ивана. То, что сознает Ивана, есть «я есмь», которое само по себе не может быть воспринято, но только лишь прочувствовано в качестве совершенной ясности, непоколебимой таковости, в качестве «я есмь», того «я есмь», что пребывает вечно, вне времени, без конца. Есть лишь это «я есмь», сияющее во все стороны. Все, что спонтанно возникает в пространстве этого великого совершенства, суть «я», которая читает эту страницу прямо сейчас. И ты, Иван, есть это «я». Вы всегда знали, что вы есть это «я». Никогда не случалось так, чтобы вы не знали, кто вы есть. Никогда не вспомнится вам время, когда вы бы не были собою. Единственное, что когда-либо можете вспомнить, есть нечто, что было создано этим «я». Существует лишь это «я», его нельзя достичь, потому что оно есть именно то, что совершает акт достижения. Вы не можете его увидеть, потому что именно оно совершает акт видения прямо сейчас, в настоящее мгновение. И это означает, что все просто возникает в его сознавании. Весь мир возникает в твоем сознавании прямо сейчас. Вы есть то пространство, в котором все возникает спонтанно и без усилий. Ты есть то одно. Ты всегда была и есть то. Ты не притворяешься, что ты ищешь это то. Ты не притворяешься, что ты забыл это то.
Единственное, что ты когда-либо знал, единственное, что ты когда-либо могла помнить, единственное, что вы ощущаете сейчас, есть то. Таковость, мгновенность, сущность всего в этой форме, в которой оно есть и в какой оно возникает внутри твоего «я», простое ощущение бытия, которое есть все, что ты когда-либо сможешь ощущать. Взгляните на облака. Они возникают в вашем сознании. Они возникают в тебе. Облака вне Ивана, но внутри твоего «я». Взгляни на свое тело и эту комнату. Твое тело находится в этой комнате, но и тело, и комната возникают внутри твоего сознания. Ты буквальным образом с любовью хранишь их в своем сознании. Горы возникают в твоем сознании, они возникают в тебе. И ты с любовью удерживаешь горы внутри своего сознания, храня возникающий мир в своих объятиях, словно свою лучезарную любовь. Горы возникают вне Ивана, но внутри твоего «я». Облака, горы и Иван – все они одномоментно и беспрепятственно возникают в этом «я», читателе настоящей страницы. Все, что возникает, возникает в этом непоколебимом «я есмь», которое не предмет и не объект, и не личность, а открытое пространство, безоблачный просвет, в котором возникают все предметы, объекты и личности. Это пустотность, это открытость, это безбрежное пространство. Есть твое «я», есть то, чем вы были всегда, есть то, что было вами до того, как были рождены ваши родители, есть то, что было тобой еще до большого взрыва. Прежде, нежели был Авраам, я есмь. Нет ничего, что было до этого, и не будет ничего после этого, ибо это настоящее мгновение и есть я. Я есть лишь мгновение того «я», которое читает эту страницу в этот самый миг. Нет ни прошлого, ни будущего в этом неприходящем настоящем. Все, что было до, все, что будет после, возникает в этом сознании. Нет ничего, кроме этой неприходящей, не имеющей начала, не имеющей конца, нерожденной, не умирающей, сияющей красоты, что сознает эту страницу, что сознает эту вселенную, что находит все это внутри пространства, которое есть, и таким образом все вещи возникают в непоколебимом мире, бережливо хранящем их все в своих заботливых объятиях. Иван явлен во Вселенной, Вселенная явлена в твоем «я». Поэтому будь этим неотлучным «я», читающим настоящую страницу. Я говорю не с Иваном, я говорю с тобой. Позволь Ивану возникнуть и исчезнуть подобно всем вещам. Позволь Ивану выйти из небытия, погостить немного и уйти. Как это может затронуть твое «я»? Все предметы возникают, гостят немного и уходят в пространстве и пустотности того, что сознает это мгновение. И все же у этого мгновения нет конца. Ты никогда не переживал конец настоящего, потому что оно нескончаемо. Это единственное, что реально. Это настоящее мгновение, простое ощущение бытия. То же самое ощущение сознавания, в котором парит эта страница, в котором парит Иван, в котором парят облака. Когда вы ощущаете это неприходящее настоящее мгновение,
нет ничего вне его. Ты не можешь увидеть что-то за пределами этого вневременного настоящего, потому что вне его нет ничего. Здесь, сейчас и теперь есть все, что вы когда-либо знали, и настоящее мгновение является собой попросту еще одно имя для того просторного «Я», в котором возникает весь космос, как лучезарный, радостный, экстатический восторг, блаженства и желание разделить эту радость с кем-то еще. А посему более не притворяйся, сознайся, что ты есть Бог, сознайся, что ты есть красота, сознайся, что ты есть та самая истина, к которой веками стремились мудрецы. Сознайся, что ты есть мир за пределами понимания. Сознайся, что ты настолько восторженно счастлив, что тебе потребовалось явить целый мир только лишь для того, чтобы засвидетельствовать эту лучезарную красоту, которую ты более не мог удерживать только в себе и лишь для себя. Сознайся, что свидетель этой страницы – «Я» этого мира и всех миров, есть единственный и единственно подлинный Дух, смотрящий всеми глазами, слышащий всеми ушами, простирающийся до всего в любви и сострадании, дабы обнять тех самых существ, которые Он сам и сотворил в том вечном восторженном танце, который есть тайна всех тайн, секрет всех секретов. И сознайся, что ты один, что ты буквально являешься единственным во Вселенной, и для этого одного не существует других. И вправду, для Ивана есть другие, однако и Иван, и другие возникают в том сознавании, которое читает эту страницу, и этому сознаванию, этому «Я» неведомы другие, потому что все другие возникают в нем самом. Ни единой секунды не проходит без того одного, что читает эту страницу. Стало быть, будьте этим одним. И еще передайте мою любовь Ивану. Кен.